Всех приветствую на канале Бенди Крипто, меня зовут Никита Грин Бенди, и в этом видео мы поговорим о том, как развивался бычий рынок в 2021 году, альтсезон, как это было, что было до этого, что было после, и сейчас сравним с текущей ситуацией на рынке. В этом нам поможет ChatGPT, мы у него спросим, как было в прошлый раз, и что он думает на текущий момент, на какой рыночной фазе мы находимся перед взлетом, либо уже сам альтсезон и бычий рынок прошел, и нас ждет дальше медвежка. Поэтому будет очень интересное видео, заранее влепите ему лайк. Напишите свой комментарий, мне будет очень приятно почитать, интересно ваше мнение услышать. Подписывайтесь на мой канал, а мы погнали! Я уже заранее подготовил вопросы и задал чату GPT, и давайте посмотрим, что он на них ответил. Первый вопрос. Как начался альтсезон в 2021 году? Что было ему предшествующим и что происходило до ралли на крипторынке? Расскажи все. Начнем с того, что альтсезон в 2021 году был результатом ряда макро- и микроэкономических факторов, накопленных в течение нескольких лет. И давайте разберемся, что происходило до его начала и какие события привели к ралли на рынке криптовалют. Во-первых, у нас была медвежка 2018-2020 год, медвежий рынок после пика в 2017 году. В 2017 году был альтсезон, была эйфория, был бычий рынок, и после этого у нас произошла медвежка 2018-2020 года. В декабре 2017 года биткоин достиг исторического максимума в $20 000, а альткоины показали мощный рост. Давайте посмотрим, как это выглядело на графиках. Вот график BTC, вот у нас 2017 год. И вот $20 000, до которой отметки доходил биткоин в 2017 году. Это у нас ралли, если взять, допустим, вот давайте с этих отметок посмотрим, сколько это процентов роста отсюда. Бам, берем, натягиваем. И это у нас 3800% роста. И это у нас получается с медвежки в 2016 году. И смотрите, кажется, что вот просто палка вверх, растущий рынок, все там, никаких коррекций. Но если мы приблизимся, мы посмотрим, что у нас были коррекции. Если мы приблизимся. Далее, берем вот этот вот инструмент и проверяем, какие были коррекции. Бам, отсюда до пика, до лоу 40%. Пожалуйста. Это, к слову, о том людям, которые говорят, что так на бычке же нету коррекций, только вверх, палки вверх, только растем. На бычке нет коррекции. Это вот сейчас паникеры, которые пишут, что вот коррекция, все, бычий рынок закончился. Бам, палочка, сюда, минус 39%, минус 40, минус 39. Дальше идем. Вот этот сквиз. Сколько? От пика до лоу. Бам, еще 30%. И вот такие жесткие коррекции были в 2017 году. Сейчас биткоин там на 20-30% корректируется, и люди уже все в панике. Бычка закончилась, помогите, все, конец, паника, продаем все. Когда такие коррекции на бычьем рынке, это нормальное явление. Это нормальное явление, когда рынок корректируется во время роста. Когда он сбривает всех лонгистов, чтобы не было таких, которые залетели прямо на самом лоу и доезжали до хая. И это нормальное явление. Прямо сейчас у нас точно такая же ситуация. Причем у нас даже высаживают и временем. Обычно вот происходит высадка временем, то есть долгое время в боковике, еще в снижающем боковике. И ценой, то есть быстрые резкие коррекции. Прямо сейчас у нас происходит такая ситуация, у нас коррекция. Давайте посмотрим, какого она масштаба с пика до лоу. 29%. Вот, собственно, как было в 2017 году. Обычная коррекция 27%, 29%. И когда вот мы посмотрим, когда вот биткоин поставит свой пик, и мы будем смотреть вот на это вот все, что происходило, и говорить, да, это вообще был какой-то бред, какая-то там коррекция. Там на 29 упали, зато выросли там на 300%. И это реально потом будет на графике смотреться как, какая-то пустышка, как, что-то маленькое. Вот посмотрите, вот сейчас, если смотреть вот график, вот сейчасный, да, сейчасный, надеюсь, так говорится, то вот был этот альтсезон, бычий рынок в 2017 году. Вы видите, что тут происходило? Это просто какая-то милиписечка такая вот того, что там происходило. И со временем, когда BTC будет расти там, на большие отметки, там, на $500 000, на $1 000 000, вот эта вся информация, которая здесь на графике, она будет выглядеть как ничтожно малая. И люди, которые будут, допустим, когда видеть биток по $500 000, они будут мечтать купить по текущим отметкам, по 82 купить, по 70 покупать. Они будут мечтать. В то время как сейчас люди в панике говорят, бычка закончилась, коррекция, все, конец. Давайте разбираться дальше. Сейчас вам ChatGPT это тоже докажет, потому что было в прошлые года и потому что происходит сейчас. Затем последовал медвежий рынок 2018-2019 годов. BTC падал ниже 4000, многие альткоины потеряли 90% стоимости. Посмотрите на альткоины прямо сейчас. Где они находятся? Они находятся на дне. Точно так же у нас была медвежка, и альткоины у нас катаются под днищу. Посмотрите на Starknet, просто укатался в нулину. В этот период рынок очищался от спекулянтов и слабых проектов. Вот этот момент, вот эта медвежка, 18-19 год. Просто посмотрите, насколько биткоин упал. Берем опять же линеечку с пика и до лоу. Бам! 84%. Вышли все.
Все нытики, вот эти все люди, которые любят смотреть прогнозы на ютубе и слушают своих блогеров любимых, они все повыходили. Потому что такую коррекцию пережить обычный ритейл-игрок не может. И они постоянно, вот эти вот люди, которые ищут, сигнальчик какой-то найти, что будет дальше. Зачастую они никогда не додерживают до конца. Они никогда не проходят вот эту стадию эйфории. Они могут быть дальше тут сидеть, ждать, говорить, будет коррекция, зайду еще раз по коррекции на $12 000. Куплю по $12 000, типа 30 уже дорого. И так далее. И цена просто растет без них. И это отлично. А потом они на хаях заходят и говорят, покупаем. BTC идет на $1 000 000, вот как раз таки по 69 можно брать на хаях. Погнали дальше. Вот этого всего нет, они этого не видят. Они говорят, вот 69, все, летим на $100 000, там, на $500 000 летим. Они постоянно заходят на хаях. Вот те, кто тут не хотят покупать, они потом здесь вот залетают. Поэтому те, кто не верит в бычий рынок, продолжайте продавать, продолжайте не покупать, потому что потом вы будете поддерживать рост. И мы будем наши фантики, наши криптовалюты по полной засовывать вам за щеки. Поэтому продолжайте не покупать. Я лично продолжаю накапливать монеты, продолжаю удерживать, потому что я понимаю, куда движется тренд. Погнали дальше к чату GPT. Потом, как начался бычий рынок 2021 года. Крупные компании начали интересоваться криптовалютами, появились фьючерсы на биткоин СМЕ, институционалы начинают предоставлять решения для хранения активов. Сейчас у нас принимаются ETF. У нас есть ETF на биткоин, то есть биткоин торгуется на фондовой бирже. У нас есть ETF на эфириум, это альткоин. Это первый альткоин, на который приняли ETF, который тоже торгуется на фондовой бирже. Сейчас подается огромное количество заявок на Solana, XRP, ADA, Aptos и разные другие компании подают заявки на ETF и на другие альткоины. Вы просто вдумайтесь, если начнут принимать массово ETF на альткоины, это просто взорвет рынок. И сейчас нужно набирать позицию заранее. Вот почему люди не понимают. Вы не можете, вот когда начнется, знаете, принятие, когда вот максимально все начнется эйфория, все будут залетать, но понимаете, что у вас шанс поймать хорошую точку входа, он просто равен нулю. Позицию нужно занимать всегда заранее. Вот посмотрите на график. Здесь произошла капитуляция. Вот где надо набирать позицию? Вот здесь вот набирать позицию. Либо когда все не верят в рынок, когда все плюются, и заранее набирать позицию в стадии накопления. Вот здесь набирать позицию, либо вот здесь вот набирать позицию. Ну разница колоссальная. Вот даже посмотрите по процентам роста. Ну допустим вы такие ждете, ждем, когда начнется эйфория, тогда буду залетать. Окей, вы залетели где-нибудь на начале эйфории, допустим здесь, да? Какой процент роста вы можете забрать? Бам. Вы можете забрать 200% роста. Но если вы начнете накапливать активы заранее накапливать, посмотрите, сколько вы можете забрать, даже не от самого лоу, где-нибудь вот отсюда берем, посмотрите, сколько вы можете процентов роста забрать. 1200% роста. 200 или 1200? Хотя кажется, на эйфории зайду сразу, там, как только рынок начнет расти, я сразу зайду. Посмотрите разницу, посмотрите своими глазами разницу. 200 либо 1200%. Позицию всегда нужно занимать заранее. Не когда уже все растет и все там на эйфории. Позиция занимается стадией накопления. Посмотрите на многие альткоины сейчас. Вот, мои любимые альткоины, какие-нибудь токены типа Ape, DYDX, просто посмотрите на них. Просто посмотрите, где находится цена. Где она находится. На хаях она находится. Нет, вы должны занимать позицию заранее, в стадии накопления. Когда уже будет начинаться рост, тогда уже будет поздно заходить. Посмотрите на абсолютно любые токены, они почти все одинаково выглядят. Посмотрите на DYDX, где находится цена, на хаях, либо в стадии накопления. Токен находится в стадии накопления, посмотрите, сколько дней уже прошло. Он просто максимально жестко накапливается крупными кошельками. Это видно по ончейну, что кошельки топ-сток-холдеров отбирают. Это можно посмотреть на CoinCarp, как топовые кошельки, они отбирают эмиссию. 1000 дней альткоин находится в накоплении. Посмотрите, вот после этого накопления просто потом будет взрыв. Есть пример, давайте открою его. Это токен BNB. И многие токены сейчас похожи на BNB. Вот у нас график BNB. Посмотрите, он насколько укатывался жестко. Да, опять же, берем этот price range, смотрим. Когда был ковид-дам, 2020 год, насколько он упал? Он упал на 74%. BNB, токен самой крупной биржи Binance. И он упал на 74%. Я вообще молчу про пик. Если взять с пика, вот с этого пика он упал там, просто страшно, на 82%. Вы думаете, ритейл покупал? Посмотрите на эти горки. Вверх-вниз, вверх-вниз. Вы думаете, ритейл покупал? Посмотрите, что было дальше. Просто посмотрите. Большинство альтов выглядят вот так вот. Я вам только что показал Ape, DYDX. Они выглядят вот так вот. Просто какая-то палка по дну тянется, ничего не происходит. Какие-то капитуляции, падения постоянные. Новое днище пробивают. Прямо сейчас большинство альтов выглядит как BNB перед пампом. Почему позицию люди не занимают заранее? Вы думаете, что вы зайдете здесь на росте? Я вам показал на примере биткоина, сколько вы заберете. 200%, либо заберете 1200, либо заберете 2000%. Позиция всегда занимается заранее. Крупный капитал, инвестора, они прямо сейчас начинают накапливать. MicroStrategy только покупают, они уже Strategy, только покупают. BlackRock и Fidelity, самые крупные фонды с триллионами долларов,
они накапливают биткоин, заранее набирают позиции, не когда будет рост, они заранее занимают позиции. Майнинговые компании начинают печатать свои акции, чтобы потом деньги, которые они выручили, чтобы снова покупать биткоин. Все только накапливают крупный капитал. Смотрите за движением денег. Куда идут деньги, туда должны идти и вы. Крупный капитал сейчас накапливает. Далее, что у нас происходило? Развитие инфраструктуры. Крупные компании начали интересоваться криптовалютами. Появлялись фьючерсы, сейчас у нас ETF появляются. В 2020 году компания PayPal добавила поддержку BTC, ETH, Litecoin и Bitcoin Cash. И это было сильным сигналом. Сейчас у нас есть компании типа Moonshot, благодаря которым можно покупать криптовалюту, просто с телефона берешь по карте, бам, крипту купил, готово. Революты всякие, тоже там крипта есть. То есть сейчас максимально упрощают вход ритейла в рынок. Сейчас нету эйфории, нету массового прихода ритейл игроков, вот этой вот толпы, которая будет потом покупать все подряд, которые вообще не разбирается. Сейчас этого нету. Мы занимаем позицию заранее до этого лютого пампа. Также у нас в 2012 году Binance запустила BNB Smart Chain, BSK, который позже стал драйвером роста DeFi экосистемы. Пандемия, денежное печатание денег. 2020 год, ковид-дамп, упали все рынки, абсолютно крипта в том числе, показано на токене BNB, 74% упали, пожалуйста. В марте 2020 года произошел черный четверг, биткоин рухнул с 8 до 3800 из-за паники на традиционных рынках. ФРС и другие центробанки начали печатание денег, и QE низкие процентные ставки. Прямо сейчас у нас ставка начинает снижаться. Печати денег еще не было. И у нас, вероятнее всего, ждет дальше печать денег. И, конечно, когда деньги печатаются, они обесцениваются, их становится больше, и люди эти деньги несут куда? В рынки. Не только в криптовалюту, но и в фондовый рынок. Это привело к росту интереса к криптовалютам как к хеджу против инфляции, потому что печать денег вызывает лютую инфляцию. Люди не хотят терять деньги, они пытаются их приумножить, покупая активы. Начало бычьего ралли 2020, начало 2021. Рост биткоина с лета 2020 по начало 2021. BTC начал рост после халвинга. Сейчас у нас был рост до халвинга, потом у нас была коррекция и потом продолжился рост. Ну, типа классический триггер у нас обычно после халвинга еще есть там год-полтора на то, чтобы поставить пик по бычьему рынку. Еще у нас не прошло столько времени, поэтому время есть. Крупные инвестора MicroStrategy, Tesla, Square начали публично покупать BTC. Сейчас заходят BTC компании типа BlackRock, Fidelity. Это компании, у которых под управлением триллионы долларов. Триллионы долларов. Вы просто даже не представляете, как эта сумма выглядит. Это огромные бабки. И они запускают свои ETF-продукты, продвигают биткоин ETF, и что вот заходите, покупайте там на хотя бы 1% от своего депозита. Они продвигают криптоиндустрию. Они набирают позиции заранее до прихода массового вот этого ритейла, который будет скупать все. Интерес со стороны институционалов, хедж-фондов, это понятно. Сейчас у нас тоже это идет. Они заранее набирают позиции. Бум DeFi. Сейчас у нас, допустим, нет такого нарратива. У нас нет такого четкого нарратива. Тогда был нарратив DeFi, NFT, протоколы децентрализованных финансов, Uniswap, Aave, Compound, и начали другие привлекать миллиарды долларов. NFT бум начался в январе 2021 года, начался бум NFT. Эти обезьяны, Bored Ape Yacht Club, криптопанки на эфире просто взрывались люто. Сам альтсезон у нас в мае 2021 года начался ралли, и BTC начал жестко расти. Эфириум обновил Attach, за ним пошли DeFi токены, BSK экосистема, Polkadot, Solana, Cardano. Мемкоины начали расти благодаря твитам Илона Маска. Пик альтсезона пришелся на май 2021 года, альты достигли максимальных оценок. Смотрим, как это у нас выглядело. Вот у нас пик по биткоину, и после того, как биткоин поставил этот пик, здесь началось снижение доминации BTC, и начался перелив из биткоина денег в альткоины. Сейчас у нас был только рост BTC. Посмотрите, у нас биточек, сейчас только биточек растет, все остальные альты просто укатаны в ноль. Да, есть исключения типа Solana, XRP, но это буквально там парочку альтов, которые можно назвать, которые показали рост. Это не альтсезон, это просто выборочные альты выросли и их запампили. Сейчас альтсезона еще не было, у нас биткоин-доминация, посмотрите, вот, 62%, и она до сих пор растет 62-33. Когда начнется перелив из биткоин-доминации, когда доминация BTC будет опускаться, ликвидность будет перетекать в альткоины. Сейчас у нас биткоин-доминация, как было, где-то здесь, вот когда биткоин только там рос, то есть может даже где-то здесь. И когда у нас биток поставит пик, начнет какие-то свои коррекции, либо там еще будет расти, но доминация будет перетекать в альткоины, тогда у нас начнется рост рынка альтов. Сейчас этого нету, сейчас отличная возможность, чтобы покупать, потому что альты крайне недооценены по отношению к биткоину. Потом у нас в мае 2021 года началась коррекция, Китай запретил майнинг, Илон Маск раскритиковал BTC, биткоин упал в 2 раза, альты потеряли 50-80% стоимости. Позже осенью 2021 года был еще один рост, биткоин достиг 69 в ноябре, но он уже не сопровождался таким сильным альтсезоном. Вывод: альтсезон 2021 года был результатом сочетания фундаментальных факторов: притока институциональных денег, сейчас-то уже есть, хайпа вокруг DeFi, NFT. У нас пока нет четкого нарратива, который бы предшествовал притоку
новых ритейл-инвесторов. Печатание денег у нас тоже этого пока нету. То есть у нас есть вот, если из перечисленных факторов 2021 года, у нас есть только институциональные деньги, которые приходят в рынок, которые накапливают позиции заранее, чтобы потом об хомяков распродаваться. Вы выбираете сами, на чьей стороне быть, как говорится. Однако без роста биткоина этого бы не случилось. BTC стал основным локомотивом, который подтянул рынок вверх. Понимаете, что вначале растет BTC, после BTC ликвидность переливается в альткоины, потому что крупный капитал хочет умножить свои вложения многократно. И они переливают деньги в альты, тем самым пампе альты, ритейл подхватывает, начинает покупать. Макроэкономическая ситуация в мире этому соответствует, то есть у людей есть деньги, которые они хотят влаживать. Они видят, что все растет, они тоже хотят, я вложу, заработаю, поэтому они покупают все подряд на хаях. Поэтому нужно позицию занимать заранее. Я уже показал в этом видеографике, где нужно занимать позицию. Не на хаях, когда об этом все говорят, а тогда, когда все плюются, когда у нас коррекция, когда всем страшно, тогда нужно покупать. Вот на графике BTC видно эту коррекцию. Была коррекция даже жестче, чем сейчас. Вот с пика она получается на 56%. Сейчас у нас коррекция только на 29%. И после этой коррекции у нас был еще один пик по BTC, и альты тоже показали рост. По доминации BTC мы видим, что у нас был рост доминации BTC вместе с ростом биткоина. И вот 2021 год, 2020-2021 год, доминация BTC просто обваливается. Деньги массово из биткоина перетекают в альткоины. Посмотрите, что у нас сейчас происходит. Посмотрите, ну сравните картину. Рост. Дальше что у нас будет? Дальше что у нас будет? У нас не может тупо рынок расти вверх, либо тупо вниз. У нас есть определенные моменты. Рынок двигается, во-первых, циклами. Сейчас у нас цикл BTC сезона, растет только биткоин. После роста биткоина у нас идет перелив ликвидности в альткоины. Прямо сейчас у нас доминация, она в восходящем тренде. Но этот тренд рано или поздно закончится. И прямо сейчас альты крайне недооценены. Доминация 62%. 62%, она не здесь, не на 40, не на 45 находится. Она находится на отметке 62%. Альты супер недооценены, потому что все деньги лежат в основном в BTC. И нужно занимать позицию заранее. Вот здесь вот нужно занимать позицию до того, как доминация еще не обвалилась, до того, как деньги не начали перетекать в альткоины. Я накапливаю, продолжаю накапливать и буду удерживать все позиции до того, как доминация не начнет обваливаться. Вот мои цели 48-40%. Ну 40 вряд ли, хотя бы 45 было бы неплохо. Теперь давайте посмотрим на настроение на рынке. Самое главное, вот настроение ритейл, вот эти вот людишки, которые пишут по чатам, что бычка закончилась. Ты что, ну что, хомяк, как там твои альткоины, как там твой альтсезон? Вот для этих ребят посвящается данная, получается, часть ролика. Настроение на рынках перед ростом во время альтсезона 2021 году прошли несколько фаз. Это скептицизм, недоверие, до эйфории и безумного фома. Давайте разберемся поэтапно. Лето перед ростом 2019-2020 год. Скептицизм и надежда. Медвежий настрой после краха в 2018 году. Многие считали, что крипторынок мертв. СМИ писали о конце биткоина. Посмотрите, сколько раз писали в этом году тоже о конце биткоина, о смерти эфириума. В прошлые разы точно так же писали, что все, эфириум умер, он никому не нужен, это бесполезный блокчейн, какой там DeFi, какой что. То же самое сейчас происходит. Криптозима. Альткоины долгое время были просадками на 90 от пика 2017 года. Откройте опять же графики разных других альтов сейчас, где находятся Ape, DYDX, Starknet. Любой практически альткоин, они все укатаны просто в пол, в нулину. И люди не хотят покупать, когда у вас скидка 90%, они не хотят покупать. Они хотят покупать тогда, когда все растет, когда там альткоин дал 300, 400, вот XRP. Когда XRP рос, его на дне никто не покупал, там по 30, по 60 центов никто не покупал. Когда XRP стал стоить $2,5, мне начали писать люди, а стоит ли XRP покупать? А блин, надо XRP покупать, он же растет. Ну, это просто, это тупорылое мышление ритейла. Они всегда покупают тогда, ну, извините меня, конечно, за такие выражения, но они всегда покупают тогда, когда растет. Хотя нужно делать абсолютно наоборот. Это финансовые рынки. Мы покупаем в стадии накопления, когда никому не интересно, когда всем страшно, и продаем тогда, когда все говорят, что XRP покупать. Вот таким хомякам просто за щеку XRP своих токенов насуйте, чтобы они купили и прокатились на этой волне, на волне дампа. Поэтому всегда позицию занимаем заранее до роста. Далее. Фундамент растет, появляются новые технологии DeFi, Layer 2 решения, Polkadot, BSK. Новые институционалы, MicroStrategy и другие компании начали скупать BTC, но рынок реагировал с осторожностью. Прямо сейчас компании скупают BTC, рынок реагирует с осторожностью. На это рынок уже не реагирует бурным ростом, когда раньше это вызывало даже какие-то краткосрочные пампы. Так, черный четверг, обрушился биткоин из-за ковида, и многие капитулировали, опять же, если у нас будет сейчас еще жестче просадка, многие выйдут. Мне лично все равно, потому что я захожу в рынок, чтобы заработать на дистанции. Все, кто заходит сюда поспекулировать, заработать быстрые деньги, вы только быстро можете потерять. Мы заходим в рынок только на те деньги, которые нам не жалко потерять, с расчетом на долгосрок. Если вы пришли заработать быстро вы только можете потерять. Удачи вам. Начало роста, лето, конец мая 2020 года, нарастающий оптимизм. Биткоин медленно идет вверх, преодолевали ключевые уровни 10к, 20к. Потом запуск DeFi бума, то есть все протоколы DeFi, ликвидности, стейкинги и прочая фигня, пулы, оно начинает стрелять. Новые пользователи, PayPal добавил карту, розничные инвесторы начали возвращаться. Сейчас у нас тоже это приходит. Токен Трамп.
Опять же, с помощью Moonshot люди могли покупать по карте токен Трамп. И сейчас это все тестируется, вот этот ритейл, он заманивается. Благодаря вот этому мемкоину Трампу пришло очень много людей в крипторынок. Да, они все обожглись, но в любом случае они уже пощупали, попробовали, что это такое. И потом будут какие-то новые приложения, новые какие-то фишки, как заманить ритейл. И ритейл, новые участники, которые вообще с рынком не знакомы, они будут заходить, на бирже что-то растет, нужно купить, потому что оно растет. И будут покупать все подряд, и это будет все пампиться за счет притока новых денег. Так, потом мемом про новый бычий цикл начали. Сейчас у нас мемы про то, что бычки не будет. Основной бычий рынок. Начало 21 мая 2021. ФОМа, эйфория. Биткоин бьет ATH. С 20 до 40, потом до 60. Институционалы активно покупают. ФОМа для розничных инвесторов. Многие, кто не верил в рост, начинают входить на хаях. Прямо сейчас, что у нас? Многие не верят в рост. Где они будут заходить на хаях. Можете дальше не верить. Эйфория в альтах. Solana, BNB, Cardano, Polkadot делают X10, X50. У нас пока только Solana, XRP и там еще парочку альтов дали вот такие вот отметки, тот же X50 не дали, там X15 может максимум. NFT Boom, продается, картины продаются, NFT-шные картинки за 69 миллионов, просто жесть. Мемкоины взрываются благодаря Илону Маску. Все верят, что BTC пойдет на 100к, эфир на 10к, вот то же самое. Когда у нас будет жесточайший рост, у нас на рынке еще не было эйфории. У нас еще не было эйфории. Когда начнется эта эйфория, это просто будет взрыв, тотальный взрыв. Люди будут говорить, что биткоин идет на миллион, хотя Майкл Сейлор уже говорит, биткоин будет стоить миллион, но не в этом цикле. Где-то через какое-то определенное количество времени. Почему будет стоить миллион? Потому что деньги обесцениваются, идет печать денег становится больше, а биткоин его нельзя напечатать, только 21 миллион, и все, больше нельзя. Поэтому ценные, редкие активы, они будут всегда расти на дистанции. И на дистанции будет и миллион, там, и хоть 10 миллионов будет стоить, хотя кажется, что капитализация будет там триллионы долларов. Но, ребята, деньги обесцениваются, и чем больше становится денег, тем дороже становятся активы. Потом произошел майский крах, май-июль 2021 года, паника и страх. Китай запрещает майнинг, BTC падает, Маск критикует биткоин, рынок рушится, альты теряют 60-80%, многие ликвидируются, страх капитуляции и все остальное. Но потом, опять же, после этого волны с коррекцией у нас еще одна волна роста, где BTC ставит пик в 69 тысяч долларов. Настроения на рынке менялись от скептицизма до эйфории, затем к страху. Классический цикл психологии рынка. Сначала сомнения, затем жадность, затем боль. Сейчас, похожа фаза, 2024 год, рынок возвращается к росту, но пока без эйфории. ФОМа еще впереди. В первую очередь, рынок это про психологию. Это не про там технический анализ, индикаторы, это психология. Все рынки, они движутся психология. Люди либо продают из-за страха, либо покупают из-за жадности. Все. Это так действуют ритейл-инвестора. Крупный капитал они покупают в зоне тогда, когда людям обычным страшно, когда у нас идет боковик, либо капитуляция, тогда покупают крупный капитал. Ритейл-инвестора в это время они не покупают, они сидят на заборе и смотрят YouTube видосики. А что дальше будет с рынком? А куда пойдет биткоин? И вот такие вот видосики они гуглят, там еще в чатах что-то пишут. А вот это делает ритейл. Крупный капитал просто алмазный diamond hand берет, покупает и удерживает. Далее, смотрите, у нас есть психологический цикл рынка. Прямо сейчас мое личное мнение, что мы находимся в альтах, вот это неверие, это ралли-фейк, то есть у нас был какой-то рост по альтам, и потом у нас пошла коррекция, и мы где-то находимся на этой стадии неверия. Дальше нас ждет надежда, оптимизм, вера, возбуждение, эйфория, фома, потом самодовольство, то, что типа, да, сейчас коррекция, потом дальше еще выше полетим, биткоин $1 миллион будет стоить. Побеспокойство, несогласие, потом обратно это все возвращается и пошло по кругу. Вот пик, рецессия, которая может быть в 2026 году даже, из-за того, что будет очень большая печать денег, плюс Трамп это такой непредсказуемый чел, и у Трампа у самого сумки забиты криптой, ему просто выгодно запампить, у него есть целое свое инвестиционное подразделение, вот этот фонд Дональда Трампа, World Liberty, и у них, они крипту постоянно покупают, им выгодно просто запампить свои сумки, и это рано или поздно произойдет. Вот, опять же, как делать ритейл? Покупаем, на хаях летит, покупаем. Коррекция, продаем, не будет больше роста. И так вот пошло, вот как двигается ритейл. На низах он продает, на хаях он покупает. Поэтому вы должны здесь от обратного. Вы должны покупать, когда людям страшно, а продавать, когда на рынке эйфория. Но теперь спросим у чата GPT, что он думает про 2024-2025 год, какая сейчас фаза на рынке. С точки зрения текущих настроений и рыночных условий, период 2024 года 2025 года можно назвать фазой консолидации или фазой накопления. То, что показывал на графиках DYDX Ape. Токены просто под днищу катаются, ничего не происходит. Фаза накопления или консолидация, которая традиционно предшествует следующему крупному циклу роста на криптовалютном рынке. Это схоже с тем, что происходило после альтсезона 2017 года, когда рынок в 2018-2019 годах переживал спад, а затем набирался сил для нового подъема. Почему консолидация и накопление?
Первое. Период неопределенности и низкой волатильности. После сильных падений в 2022-2023 году, это была лютая медвежка, такие активы, как биткоин, находятся в стадии восстановления. Цена все еще колеблется, но крупных рывков нету. То есть биткоин постепенно, потихонечку растет. 2024 год на рынке ощущается некоторая неуверенность, но также признаки восстановления, что похоже на фазу накопления. Прогнозы для 2025 года все еще колеблются. Инвестора осторожно входят в рынок, не ожидая немедленного роста. Прямо сейчас что происходит? Инвестора ритейл особо не покупает, но при этом крупный капитал накапливает позиции, они постоянно, и вот MicroStrategy постоянно идет печать своих акций, продажа этих акций, покупка BTC. Другие компании тоже следуют MicroStrategy примеру. Недавно биткоин-компания, не помню ее название, тоже продает свои акции, чтобы потом покупать BTC на эти деньги, как делает Strategy сейчас. Институциональные инвестора. Рынок продолжает привлекать крупный капитал, который играет важную роль в стабилизации цен. Это также указывает на долгосрочные перспективы для криптовалют. В 2024-2025 годах мы увидим развитие криптоинфраструктуры, улучшение регулирования и принятие новых продуктов ETF, цифровые активы для крупных финансовых учреждений. Что я вам говорил, что подается куча заявок на альткоин ETF, которые, на Аптосы, Polkadot, Solana, вы это все знаете, на XRP-шке. И рано или поздно эти все ETF примут. Особенно при Трампе, когда он говорит, так, SEC, вот это отменяем. SEC отменила все, понимаете, все суды против криптовалютных компаний SEC отменила. Плюс создается отдельное подразделение для регулирования криптовалют. Максимально, просто настолько буллиш факторов сейчас, и люди это не видят. Они не видят, что закладывается фундамент будущего роста, что сейчас происходит. И это потом просто, оно по накатой волне, вот эти все буллиш факторы, они соберутся в один мощный ком и как просто запулят вверх. А те, кто набрали позицию заранее, они, конечно, будут сидеть и так обмазываться деньгами, просто потирать жопу этими бумажками. Фундаментальное улучшение. Продолжается развитие технологий DeFi, Layer 2, решение нового протокола, улучшение закладывает основу будущего роста. Примечание, когда рынок, очень важно. Когда рынок готов к следующему большому росту, важно понимать, что именно в этот период создаются фундаментальные основы. Период консолидации, период неверия, когда сейчас выходят новые проекты, когда пилятся разные инфраструктуры. Вы можете посмотреть по TVL. TVL это заблокированная стоимость. Тот же токен Arbitrum, это просто идеальный пример. TVL, количество денег в экосистеме растет, токен падает. Сейчас закладываются фундаментальные основы, которые будут поддерживать сильный тренд в будущем. Фундаментальные основы закладываются сейчас, когда ритейл игроки этого не видят, когда они видят только график, да токен падает, так это же говно, это же скам, он же падает. Они не видят, что стоит за токеном, они не видят, какой фундамент закладывается для будущего роста. Они этого не видят. Как говорится, не надо, потом на пиках увидимся, будете наши фантики покупать. Психология рынка. Пока что нет буйной эйфории, которая была в 2021 году. Эйфории, фома, этого нету притока новых инвесторов в ритейл. И похоже, что инвесторы по-прежнему ожидают четкого сигнала для роста. Время от времени появляются новости, которые могут вызвать краткосрочные волны интереса, но они пока не приводят к массовому вступлению в рынок. Также подтверждается это страхом и осторожностью среди большинства участников рынка, что типично для фазы накопления. Как я и говорил, что на дне никто не покупает, все будут покупать на хаях. Когда можно ожидать следующий большой рост? Примерно в 2025 году или в начале 2026 года, когда рынок снова начнет набирать силу, что будет вызвано ростом спроса, новыми технологиями и значительным количеством позитивных новостей о криптовалюте. Но также могут повлиять глобальные экономические события, такие как принятие криптовалют. Сейчас просто настолько буллиш фактор BTC резервы в США. Куча штатов, больше половины штатов уже подали заявки на BTC резерв. Просто вдумайтесь. На баланс США, на балансы штатов будет покупаться биткоин, криптовалюта и другие криптовалюты. Трамп говорит, будет криптовалютный резерв, не биткоин, криптовалютный. То есть туда будут входить разные криптовалюты. В том числе XRP, Solana и прочие эти криптовалюты. Они будут входить в резерв. И самая первая экономика мира, США, активно тарит биткоин. У них есть биткоин конфискованный, плюс этот фонд Трампа тарит, плюс компании тарят. И принимаются законы, которые будут о BTC резерве. Понимаете, что другие страны тоже начинают подхватывать. Сегодня вышла новость, что в Бразилии уже предлагают сделать BTC резерв. Другие страны будут повторять за Америкой, потому что Америка это первая экономика мира, и что происходит там, обычно потом разлетается по всему миру. И это просто накатанный комп. Вот сейчас такой фундамент мощный закладывается. Но я не понимаю, как этого можно не видеть? Как это можно не видеть, что закладывается огромный фундамент будущего роста криптовалют? BTC резервы, страны скупают криптовалюту, просто растет все неимоверно, у людей лютая фома, потому что они не покупали, ведь бычка закончилась, коррекция, монеты падают. Не покупайте дальше. Также будет использоваться активно блокчейн-технологии в различных отраслях. РВА, токенизация активов, кстати, возможно, будущий тренд. Я считаю, что это будет трендом. То есть вы можете токенизировать недвижимость, продавать ее через блокчейн, картины, машины. Это просто огромный тренд.
BlackRock в этом направлении работает, компания, у которой 1,5 триллионов долларов под управлением, на минуточку, они работают с Ondo Finance, и с Aptos они немножко там аффилированы. И это все сейчас разрабатывается, просто лютейший фундамент для будущего роста. Понимаете, что нельзя построить Бурдж-Халифу сразу последний этаж. Чтобы построить Бурдж-Халифу, вам нужно вначале заложить прочный фундамент, потом следующую стадию, следующий блок, следующий, и потом уже вы можете построить целое здание, неважно, Бурдж-Халифу, любое здание. Всегда в том же в рынке закладывается вначале фундамент, вы должны обучиться, понять, как работают рынки, как торговать, и только потом у вас будет результат. У вас не будет сразу результат, а потом фундамент. Такого не бывает. Вначале фундамент, практика, потом только результаты. Таким образом, мы сейчас находимся на стадии периода накопления, а еще предстоит пройти фазу уверенного роста, которую можно ожидать в следующие несколько лет. Благодаря Трампу, я думаю, это будет 100%, потому что этот чувак непредсказуем, он любит деньги, он любит очень много денег, и у него сумки забиты криптой, вместе с его другом Илоном Маском, поэтому они будут качать этот крипторынок. Вот так ChatGPT нам растолковал, что нас ждет дальше, что я, в принципе, с большим количеством факторов согласен, опять же, их растолковал, показал вам на графиках. Бурный рост BTC нас еще ждет впереди. Не просто палками вверх, ребята, будут коррекции, будут высаживать, потому что ритейл должен выйти. Ритейл не должен заработать, ритейл должен потерять. И будут высаживать временем, будут высаживать ценой, и только лишь 5% в этом рынке заработают огромные бабки. Вы либо входите в 95, которые оплачивают эту тусовку, либо входите в 5, которые зарабатывают и просто кайфуют потом на Мальдивах, в Дубае, на дорогих тачках, лакшери, виллаж там, йоу. Поэтому выбирайте сами, на чьей стороне быть. Я вам постоянно подсвечу, куда текут большие бабки, куда текут огромные капиталы, что закладывается, какой фундамент. Вы принимаете свои личные действия, либо вы смотрите на цену на графике и на то, что пишут в чатах, на то, что вам говорят блогеры, и слушаете их, либо вы смотрите на фундаментальные показатели и понимаете, куда движутся деньги, идете вместе с крупными деньгами. Это был Бенди, вы на канале Бенди Крипто, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь роликом с друзьями, пишите комментарии, будет интересно почитать ваше мнение, но мы с вами увидимся в следующих видео. Всем удачи, всем пока!